в предыдущей серии. В какой-то момент стали популярны арты, на которых мультперсонажи обретали стандартный человеческий облик. Это кажется плевым делом, ведь есть на что ориентироваться. Волосы Ким и Шига — это просто фейспам. Зеленый и красный выглядят ярко и свежо и создают запоминающийся образ. И в итоге Ариэль выглядит бледнее и скучнее своих сестер. Получил космическую силу джина или просто зашел попариться топлес в баньку после воркаута в качалке. Или это сцена из «Короля льва». Именно как выстроен кадр, как Шрам нарезает круги вокруг Симбы, и у нас тоже будто кружится голова от всех этих мыслей, чувства вины, которые Шрам хочет внушить Симбе. В ремейке такого эффекта нет. Герои медленно встают, вальяжно прохаживаются, и все. Цвета в оригинале яркие, в ремейке как будто посмотрел дождливым осенним днем во двор, все туманное и серое. В оригинале музыка играет в очень точные моменты, расставлены акценты, аккорды бьют в самое сердце. You see, he admits it. Murderer. No. Now. В ремейке просто один монотонный звук. Tell them who's responsible for Mufasa's death. Все это и создает разницу между оригиналом и ремейком, не в пользу второго. И вот это неумение остановиться и насытиться моментом, расставить акценты и понять, какой же смысл вкладывался в эти слова, в каждую ноту, хорошо прослеживается и в других новых фильмах. Разберем «Русалочку» и ее саундтрек. Раньше я этого не замечала и принимала как должное, но теперь я вижу и слышу все по-другому. Инструментал 1989 года очень точный, меткий и, самое важное, аккуратный. Послушайте, как искусно передаются особые акценты с помощью инструментов. И вот так я избегаю копирайта. А в ремейке на эти акценты положили жирный трезубец. Все стало громким, монотонным, излишне помпезным, будто это симфоническая эпическая аранжировка забавы ради. И подача стала какой-то клоунской, что ли. И в совокупности с переигрыванием Урсулы и недоигрыванием Ариэль, сцена в пещере из ремейка выглядит вот как-то так. Ариэла, понимаешь, они приходят ко мне, а я их вот так говорю, вы пацетик. И потом, короче, я их вот так вот своими, руками я придушиваю этих рыб, и я их черепа вот так, бэм, и все вообще. Ну так что, ты согласна на сделку? Ну, не знаю. Ну, ладно. Так, быстро? Ну, ладно. Кстати, там еще нужно заплатить, мне нужен всего лишь твой голос. Хорошо. Серьезно? Тоже так быстро? Нет, ну, я, конечно, рада, иначе мне бы пришлось говорить вот эти вот сексистские там какие-то реплики, ну, поэтому так даже лучше. Вы скажете, ну и что с того? Ну, сделали они аранжировку более торжественной, добавили эмоционала, разве это критично? Ну, это показывает, насколько создатели ремейка отходят от оригинального настроения и подачи. И вот вам доказательство того, что это может перерасти в чудовищные последствия. Работающие над фильмом люди всерьез, без рофлов, подумали, что эта новая песня Скатл станет отличным дополнением к волшебному мелодичному саундтреку «Русалочки». Давайте послушаем. Remember the swamp? Remember my song in the swamp when I was like, wham, chicka, wham, wham, chicka, wham. Что за ужас тут творится? Но вернемся к «Королю льву». Как же можно забыть эти споры о графике и реализме? Рисус Игнея пишет: помню, я смотрела ремейк «Короля льва», так там эмоции можно было почувствовать только через голоса. 3D-графика, конечно, выглядит прекрасно, все дела, не спорю, но эмоций у животных абсолютный ноль. Картинка красивая, но на этом плюсы ремейка и заканчиваются. Фанаты попытались сделать на артах графику, похожей на 2D-анимацию, но мне кажется, что нужно что-то среднее между вот этим и ремейковским вариантом. Просто я не вижу смысла в хайперреализме, если у животных на мордах эмоций
абсолютно ноль. Вот лица в этом кадре, вот какая у нее эмоция? Мне вообще Она грустит, она боится, она радуется, это просто ни о чем. Да я лучше вот такую пластилиновую пародию посмотрю, где видно, что чувствуют герои, даже если она на коленке сделана и на тостере зарендерена. А если бы в Скуби-Ду собаку заменили на настоящую? В реальной жизни, открою вам секрет, собаки не разговаривают, и у них нет настолько продвинутого уровня самосознания, чтобы совершать манипуляции, подвластные Скуби. Поэтому решение сделать такой фантазмагористичный мультяшный образ киношного Скуби я понимаю и одобряю. Сюда же идут Краб и Флаундер. Пофиг, что они выглядят крипово, они абсолютно деревянные. Вот сцена, где Себастьян и Флаундер пробираются сквозь червяков Урсулы. Им страшно, их ужас виден в кадре, а вот как это выглядит в ремейке. Вау, such emotion. Such drama. Да, в оригинале вместо песни «Чайки» тоже был комичный номер с поваром и Себастьяном, но музыка там не была такой раздражающей, и картинка была интересной за счет приятного визуала и забавной погони. Но в ремейке ее вырезали, и режиссер такой, с нашим графонием это было бы тяжело повторить. Так и нафига он нужен вообще, графоний этот ваш? При всем обилии ненужного графона он иронично не используется там, где он действительно был бы нужен. Например, для воссоздания обреченных душ в пещере Урсулы или для повторения культовой сцены с волной. Вот кто придумал, что этот угол с камнем будет хорошей идеей? Волосы, развивающиеся на ветру, мощная волна, не? Или вот единственная сцена из оригинального фильма, которая, на мой взгляд, могла быть улучшена. Повторное превращение Ариэль в человека. Тут мы видим, как Тритон меняет свое мнение, он переживает, потом он радуется. И что тут мы видим в ремейке? Ничего. Ага. И что бы мне хотелось видеть в ремейке? Тритон колдует свое трезубное колдунство, и мы видим, как именно Ариэль превращается в человека. То есть эдакий менее болезненный вариант ее предыдущего превращения. Не тот вайб. Сюда я отношу общее впечатление, настроение, ауру, в общем, все, что влияет на восприятие. Приколы Мулан. Забавно, что анимационная версия выглядит более лаконичной, угрожающей и трогательной. Как? Потому что там было все четко продумано, нет ненужного пафоса, каких-то колдунов, длиннющих речей. А тут фильм длиннее, да, хронометраж растянут в каждом ремейке, но показали будто меньше, потому что реально меньше показали. Куда делись все вот эти вот смешные сцены? Как бледно они смотрятся по сравнению с оригиналом. Вы спросите, зачем это вообще нужно? В Мулан происходила виртуозная смена настроения. То есть сначала мы видим что-то веселое, потом что-то грустное, потом опять веселое, потом опять трагичное. Такая вот смена жанров помогает нам, с одной стороны, не заскучать, с другой не погрузиться слишком сильно в какое-то уныние. В мульте от одного взгляда Шань Ю ты просто каменеешь. А тут добавили больше сцен, но ни одна из них не выглядит так классно, как вот это. Combien d'hommes faut-il pour envoyer un message? И, конечно же, те самые изменения, которые только все портят. Вот этот вот всякий феминизм и токсичные веяния. Also updated with the current times, you know? It's not just all about a boy, you know? It's all about what she wants for herself. Cartoon was so focused on her finding true love, and it's really not even in her mind at all in this film. И раньше были сильные, крутые женские персонажи. В Скуби-Ду таким персонажем стала внезапно Дафна, но она говорила, что она занимается, что она получила черный пояс, что она поставила себе цель, что она не хочет больше быть похищенной, а хочет сражаться. Она эту цель поставила, она ее реализовала. Мы видим, что как бы она не внезапно стала такой крутой, а она к этому реально шла, она над этим работала. Или Мэг из «Шаров ярости». Это очень имбовый и крутой персонаж, но у меня язык не повернется назвать ее Мэри Сью, потому что она показана адекватно, и ее достоинства подчеркиваются, но не выпячиваются в смешной токсичной манере. Давайте посмотрим, что же сделали в «Русалочке» для того, чтобы превратить Ариэль в качка от мира женских персонажей. Они сделали так, что Скаттл теперь женщина, ведь не дай бог, у девочки будут только мужчины, парни, друзья, так же нельзя.
женская дружба. И в конце вот этот вот, да, поворот, что именно она убивает Урсулу. Русалка в шторм, которая не знает, как управлять кораблем, и она его так вот сидя поворачивает. Можно часами говорить о том, насколько это абсурдная хрень, но, как я уже говорила, мы на таймере. Мулан и ее энергия ци, или что там это такое. То есть в мультфильме нам показывали логичное развитие, через какие трудности проходила Мулан, как она использовала свой ум, хитрость, стратегическое мышление, чтобы добиться успеха. А тут уже с младенчества Мулан просто машина, терминатор, какой-то заряженный ци-механизм. И вот посмотрите на сцену со свахой, как смешно она смотрелась в мультфильме, как это было органично, и как здесь, паук, передвинула чайник, и сваха такая, в тебе нету чести. Это был паук и чайник, все испугались, и при чем тут вообще Мулан? Или вот эта сцена побега из дома, это просто культовая сцена, как превращение Ариэль здесь без магии, все выглядит просто изумительно, эти переходы, эти кадры, это напряжение, музыка. И как это выглядит в фильме. Еще раз напоминаю, что хронометраж в фильмах длиннее. И иронично, что в оригинале признание статуса Мулан как воина военачальником Шанью ощущается гораздо мощнее, чем вот это бесконечное болтовня ремейковских персонажей, что я женщина, но вы меня должны принимать всерьез. The soldier from the mountains. В обзоре на «Русалочку» я задавала вопрос, а смотрели ли вообще хейтеры оригинал? Но здесь я задаю этот вопрос конкретно режиссерам. Вы смотрели оригиналы или нет? Почему? Потому что они допускают сами ошибки, которые, нельзя допустить, если ты как минимум фильм смотрел, не говоря уже о том, что ты имеешь доступ к материалам, которые использовались непосредственно при создании оригинала. Но здесь актеры и режиссеры допускают вот эти вот обидные, позорные ошибки из разряда Ариэль, она всего лишь хотела мужчину. То есть они не говорят, вот мы там изменили несколько моментов, потому что нам не хотелось копировать на 100% оригинал. Но они говорят это не так. Оригинал, он такой вот плохой, мы хотим, чтобы все было правильно, чтобы все было по-христиански. Зачем брать работу уже покойного гениального композитора и говорить о том, что он якобы кого-то там заставлял чуть ли не насиловать женщин? К чему это? Или вот момент с Under the Sea, про понимание оригинала. Ариэль скучно, ей пофиг на жизнь под водой, ей это не интересно. Себастьян пытается достучаться до нее, Ариэль радуется, когда с ней игриво взаимодействуют другие подводные обитатели, но в целом она скучает, и когда Флаундер ей говорит о том, что там прикол в пещере, она уплывает, даже не дослушав песню. И что мы видим в ремейке? Ариэль совсем не скучно, она подпевает Себастьяну, она говорит, а что у них там? У них sand, what do they got, a lot of sand? Почему? Если ей так нравится мир людей, если она хочет стать его частью, зачем она вместе с Себастьяном поливает его грязью? Ну и, собственно, вердикт. В целом, анимационные версии выглядят лаконичнее, глубже, веселее, драматичнее и, как ни странно, реалистичнее. И, как я уже сказала, дело тут не в бюджете и не в качестве графики, а в благих намерениях. Есть куча вопросов, на которые я не могу ответить, как это вообще не укладывается в моей голове. Как были допущены такие простейшие, элементарные ошибки в построении кадра, подборе цветов и освещения, передаче нужного месседжа. На самом деле, ответ на эти вопросы такой. Они просто взяли курс на кринж. То есть, если раньше, когда создатели задавали вопрос, как нам сделать такой фильм, чтобы его все смотрели и любили, ответ был, нужно сделать его максимально качественным и классным, то сейчас ответ, надо сделать его максимально кринжовым, таким кликбейтным, чтобы люди каждый раз задавались вопросом, как хуже вообще можно сделать, и каждый раз идти еще ниже, 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 ниже. И вот такая вот сейчас реальность, в которой мы живем. Спасибо за просмотр. Если вы хотите, чтобы я разобрала какие-то сцены подробнее, может быть, произвела лингвистический обзор, пишите. Ну и еще раз спасибо вам, что вы здесь.